Привет! Вы на канале On Your Mark Triathlon News. Меня зовут Николай Ярмоцик, и сегодня на канале наше первое видео, но в будущем это будет постоянная рубрика. И назовем мы ее «Лучшие триатлонные локации планеты». На обзоре сегодня Германия и город Гамбург. Гамбург – один из главных триатлонных городов мира, где ежегодно проходит крупнейший триатлон планеты, где только болельщиков собирается более 300 тысяч, а участников не менее 6 тысяч на разных дистанциях и в разных возрастных категориях. Здесь в 2020 году в разгар пандемии состоялся единственный в мире старт мировой серии по триатлону. Был определен чемпион планеты по одному старту. Здесь зрители – это те же участники гонки, как и сами триатлеты. Это место, которое стало священным для мирового триатлона. Гамбург — это уже не просто этап Кубка мира или старт мировой серии WTCS. Это живая легенда ежегодного триатлонного ивента. Почему именно Гамбург? Да потому что ни один другой город на земле не дал триатлону такую сцену. Вы просто представьте маршрут. Атлеты стартуют с понтона прямо у главной пешеходной улицы Гамбурга. Они плывут 1,5 километра в рукотворном озере в сердце города. Оба берега озера — это прямо открытки. Ратуша, изящные мосты, стеклянные офисные башни. После выхода из воды велосипедный этап. 40 километров по улицам Гамбурга. Атлеты мчатся мимо объектов наследия ЮНЕСКО. Беговой этап ведет вдоль берега, мимо роскошных зданий 19 века. Финиш на Ратушной площади 1897 года постройки. Именно поэтому Гамбург — это самая фотогеничная локация в мировом триатлоне. Если вы откроете Инстаграм вот с такими хэштегами, вы поймете сразу. Здесь каждый кадр — это обложка журнала. Массовый старт с понтона, сотни спортсменов в гидриках, велогонка по центру города, финиш на фоне ратуши. Ни один другой этап мировой серии, ни Йокогама, ни Абу-Даби, ни Кейптаун не предлагает такую плотность достопримечательностей на единицу маршрута. Гамбург со своими достопримечательностями снимает себя сам. 2002 год. Гамбург делает заявку на место в мировом триатлоне. Первый старт под брендом Holsten City Man принимает сразу статус этапа ITU World Cup. Это редкость. Большинство городов годами добиваются права принять Кубок мира. Гамбург получает его сразу. В 2004 году, всего через 10 дней после Афинской Олимпиады, Гамбург принимает этап Кубка мира с ожидаемой аудиторией свыше 200 тысяч зрителей. Цифра немыслимая для тех времен в нашем виде спорта. Немка Аня Дитмер побеждает у женщин к восторгу местной публики. Но настоящее признание приходит в 2007 году. Гамбург получает право провести ITU Triathlon World Championship, 19-й чемпионат мира по триатлону и первый в истории Германии. На старт выходят атлеты из 72 стран мира. Зрителей более 500 000 за 3 дня. Более 8 тысяч спортсменов возрастных групп соревнуются на тех же улицах, что и элита. Здесь немец Даниэль Унгер стал чемпионом мира в первый, ну и пока что единственный раз за всю историю своей страны на олимпийской дистанции. Гонка была достаточно зрелищной. До самого конца испанец Хавьер Гомес Ноя был лидером еще до старта. Но ему помешал Даниэль Унгер. Не просто немец, а уроженец Гамбурга, вырвав победу в финишном спурте у испанца. Германия ликовала. Первый чемпионат мира в Германии, и местный триатлет становится чемпионом мира. В 2009 году ITU реформирует структуру соревнований и создает WCS-серию гонок, заменяющую единственный чемпионат мира. Гамбург входит в серию с первого сезона и с тех пор не пропускает ни одного года, за исключением особых обстоятельств 2020 года, о которых мы расскажем особо. С 2012 года в программу добавляют спринтерскую дистанцию: 750 метров плавания, 20 километров велогонка и 5 километров бег, что делает старт еще более зрелищным. За более чем 20 лет существования гонки в Гамбурге на высшую ступень подиума поднимались лучшие триатлеты всех эпох. Давайте пробежимся быстро по этому залу славы, иначе этих триатлетов и не назовешь. На заре гонки 2002 по 2008 год, когда Гамбург был еще этапом ITU World Cup, здесь побеждали такие звезды, как Расмус Хеннинг из Дании, австралиец Брэд Каллифельд, немка Аня Дитмер, дважды выигравшая здесь под рев родной публики. С началом WTCS эры список победителей в Гамбурге превратился в энциклопедию мирового триатлона.
Испанец Хавьер Гомес Ноя, герой нашего прошлого видео. Посмотрите, если еще не видели у нас на канале. Один из величайших триатлетов истории, пятикратный чемпион мира, неоднократно стоял на гамбургском подиуме. Братья Браунли из Великобритании, Алистер и Джонатан, продолжали здесь свою внутрисемейную разборку, которая захватывала просто весь мир. Испанец Марио Мола, трехкратный чемпион мира, побеждал здесь на пике своей карьеры. Новозеландец Хайден Уайлд и француз Винсент Льюис — это уже современные звезды, они не раз финишировали первыми. Отдельного упоминания заслуживает 2020 год. Пандемия, COVID-19 отменила почти весь спортивный сезон. Не только в триатлоне, кстати. Мировые соревнования по триатлону были парализованы. Но Гамбург справился. Организаторы создали беспрецедентный карантинный пузырь и провели единственный в году этап WTCS. По регламенту именно он стал определяющим, и победитель гонки стал чемпионом мира 2020 года. Вроде не совсем честно, один старт. Кто победил, тот и выигрывает Кубок мира. Этот год в истории триатлона назвали год, когда Гамбург спас триатлон. Винсент Льюис из Франции выиграл и стал чемпионом мира. Победу в одиночестве без зрителей он посвятил всем, кто болел за него из карантина дома. В 2023 году Гамбург вновь принял особый турнир – чемпионат мира в эстафете, и включая первый в истории чемпионат мира в формате суперспринт. 300 метров плаваний, 7,5 километров велогонки и менее 2 километров бег. Для понимания ситуации итоговое время таких гонок не превышает даже 20 минут. Президент МОК Томас Бах лично присутствовал на трибуне. 2500 спортсменов возрастных групп из 32 стран. Немецкая сборная выиграла золото в смешанной эстафете и под рев родных трибун. И президент Мировой Федерации триатлона Марисоль Касада назвала это одним из величайших событий Гамбурга за всю историю. Именно этот формат смешанной эстафеты получил мировую известность. Местные власти сделали все, чтобы триатлонный уикенд в Гамбурге был известен на весь мир. Стартовый понтон, передача эстафеты, финиш — все продумано до мелочей. И кадры, которые просто дух захватывают. Спортсмены при передаче эстафеты разгоняются к понтону и прыгают в воду на сумасшедшей скорости. Болельщики просто без ума от такой движухи на старте. Сенатор Гамбурга по спорту Энди Гроте однажды сказал: «Нигде в мире триатлон не чувствует себя так дома, как в Гамбурге. Это часть ДНК нашего города». Ну а подиум в Гамбурге — это не просто цветочная церемония, это целое событие. Германия и пиво вроде абсолютно всем понятные параллели. Вот и организаторы не упустили такой возможности показать всему миру, как должен выглядеть триатлонный подиум на соревнованиях в Германии. Каждый участник, кто оказался на подиуме, получает вот такой пивной бокал. Ну а дальше уже кто на что горазд. Кто пьет от жажды, кто обливает соперников или себя. Но веселье, которое получают и спортсмены, и зрители, увидел весь мир. Это уже не просто традиция, а целое шоу на пьедестале, которого ждут все, независимо, ты выиграл или проиграл. Абсолютно любой старт мировой серии по триатлону сопровождается хорошо спланированным судейством. Кто такие technical officials, кто такие technical delegate, мы вам расскажем еще в наших видео. Кстати, подпишись, чтобы не пропустить эти интересные видео. Гамбург в судействе не исключение. И старт держит профессиональную марку судейства и отношение судей к происходящему на трассе. Одним из таких запоминающихся отношений судей к нарушению относится старт 2016 года, где у спортсмена в транзитке рукав от гидрокостюма повис через корзину. Что, в принципе, может у каждого произойти. Реакция судей была незамедлительная. Британский судья Пол Грувс, находясь непосредственно в транзитной зоне, все отфотографировал. Дважды на камеру указал номер спортсмена и передал информацию в пенальти-бокс, где на беговом этапе его уже ждали. Номер 22. Это оказался южноафриканец Ричард Мюррей, топовый триатлет. Про него мы обязательно сделаем интересное видео. Как итог, штраф 15 секунд. И, казалось, он займет второе место. Этого штрафа достаточно, чтобы проиграть гонку. Мюррей сразу начал показывать свое недовольство и непонимание, мол, за что? Перед финишем он еще раз показал свое недовольство и ударил рекламный щит рукой.
после чего последовала незамедлительная дисквалификация. Но после короткого разговора с судьей на финише показал свое недовольство еще и на камеру. Судья все сделал правильно. Есть в конце концов правило, в котором четко все прописано. Вот именно так Гамбург и показывает уровень проведения соревнований мирового уровня, где любая мелочь важна, от судейства и до суперпрофессиональных съемок события, где задействованы и репортеры, и видеографы с самым топовым оборудованием для съемок. Гамбург принял с 2002 по 2008 год 7 этапов ITU World Cup. С 2009 по 2024 более 15 этапов WCS, WTCS, а также 3 чемпионата мира особого статуса 2007, 2020 и 2023 года. Количество и качество проведенных стартов серии Ironman — это вообще отдельная история. Немецкая публика — самая преданная аудитория в мировом триатлоне. И она получает свои победы. Если вы любите триатлон настоящий, живой, городской, многослойный, вам нужно оказаться в Гамбурге. Не потому, что здесь красиво, хотя здесь очень красиво, не потому, что здесь история, хотя здесь история живет в каждом повороте трассы, а потому, что нигде больше вы не почувствуете, как 250 тысяч человек превращаются в единый организм ради 3 дисциплин. Ради минуты на финишной черте, ради того особого момента, когда спортсмен останавливается на секунду перед лентой и смотрит на толпу. В 2027 году Гамбург примет финал чемпионата мира мировой серии. Это будет 25 лет непрерывной истории, четверть века, в течение которых этот город каждое лето превращается в триатлонную столицу планеты. Это был канал On Your Mark Triathlon News. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. А также напишите в комментарии, какая ваша любимая или лучшая когда-либо триатлонная локация и почему. До новых встреч!